Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш YouTube-канал «Алка Казахстан». Меня зовут Иван Червинский. И сегодня я для вас приготовил репортаж о Дне музеев, на котором я побывал в очень необычном амплуа в музее Димаша Ахметовича Кунаева. Я там предстал в образе, в роли экскурсовода. Естественно, не сам, мне очень помогали, потому что я, к сожалению, не все детали знаю, какие-то истории, конечно, я знаю, но, в общем, репортаж получился очень живой такой, очень практически без монтажа, только некоторые моменты срезал, когда мы переходили из комнаты в комнату. В общем, полностью для вас такой новый мой необычный опыт и история об очень интересном человеке Динмухамеде Ахмедовиче Кунаеве и о месте, где он жил, которое показывает его как человека. В общем, располагайтесь поудобнее, не забудьте поставить лайк, написать комментарий, и желаю вам приятного просмотра. Осында келушілеріміз, сіздерге өте қуаныштымыз. Бүгінгі сәттілік тілеймін экскурсиямызға. Рахмет. 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 Елена Ивановна, вам улькен рахмет. Дорогие друзья, я рад всех вас приветствовать. Меня зовут Иван Червинский. Я ведущий и основатель проекта «Алга Казахстан». Мы рассказываем про успехи Казахстана на мировой арене. Я уже был в этой квартире не один раз. Супер. Да. И поэтому сегодня я постараюсь вам рассказать то, что знаю. И мне Ардак, да? Да, конечно. Ардак будет сильно помогать, потому что я знаю некоторые моменты про какие-то вещи, но самое интересное — это истории, которые с этими вещами были связаны, потому что это квартира удивительного человека, слава о котором и о его честности, о его добропорядочности, она распространилась не только в Казахстане, но и за его пределами. Здесь есть очень много вещей, которые подарены разными людьми из Японии, из Америки тоже есть, да? В общем, сегодня мы с вами немножко пройдемся, немножко об этом поговорим. Я думаю, что будет интересно. Всем желаю удачи. Let's go. Поехали. Эта комната, насколько мне известно, она гостиная. И что меня удивило, это то, что в эту комнату мог зайти любой человек. То есть, если люди шли мимо и видели, что горит свет, они могли зайти, и их тут принимали, они могли сесть, послушать, могли даже что-то сказать. Действительно, это так? Да. Самый просто Карапаим Иван, если бы я жил в то время, я мог мимо проходить и зайти? Как это было бы? Я думаю, да. Почему бы и нет, конечно. Я думаю, вы человек невероятно скромный, очень хороший. Вообще, как и сам Динмухамед Ахметович Кунаев, как вы уже сказали, действительно был очень великолепный человек, только один раз рождающийся человек в целые века на самом-то деле. Да, любой человек абсолютно мог бы зайти сюда к вам домой, допустим, да, или как же Димашу Ахметовичу Кунаеву. Спокойно могли бы посидеть, выпить чаю. Даже иногда бывали такие интересные исторические моменты, когда помогали самому Димашу Ахметовичу Кунаеву вместе сидеть и лепить манты. Да, вот такие интересные моменты бывали множество. Надо же, в этой комнате самые главные, самые интересные экспонаты. Это портрет, да, Димаша Кунаева? Да, это портрет Динмухамеда Ахметовича Кунаева, который шит из шелковой пряди, из нитки и иголки. Это если, конечно, близко подойти, то оно будет очень хорошо. Да, конечно, пройдемте. Да, как вы видите перед вами это портрет нашего Динмухамеда Ахметовича Кунаева, шелковой пряди, сшитый из иголки и нитки. Конечно, если внимательно, близко подойти, посмотреть, оно будет видно. Это подарок нашему Динмухамеду Ахметовичу Кунаеву за все его заслуги политической деятельности от нашего Министерства культуры. Сразу же у меня вопрос, потому что я фанат вообще Димаша Кудайбергена и узнал о Казахстане благодаря Димашу. И потом я уже узнал, что Димаша назвали в честь Димаша Ахметовича Кунаева. Но когда сегодня я выпустил сторис, мне в комментариях там написали:
неправильно говорить Димаш. Почему говоришь Димаш? Надо говорить Динмухамед Ахметович. Как все-таки правильно? Где применялось имя Димаш? Я слышал, что его даже вот на работе называли Димаш. Да, на самом деле, конечно, естественно, полное название имя Динмухамеда Ахметовича, конечно, Дин Мухаммед, его полное название имя. Конечно, разные персоны, разные политические деятели по-разному относились к Димашу Ахметовичу Кунаеву, но бывало так, что он к этому принципиально не относился. Динмухамед Ахметович Кунаев был не против. Да, если вам удобно, можете сокращенно меня называть Димаш. Особенно именно русскоязычные люди, потому что слово Динмухамед бывало, конечно, категорически иногда некоторым людям тяжело выговаривать, поэтому говорить Димаш. А те, которые были, например, допустим, моложе него, говорили Димеке. Вот такие Димеке, да. Димеке Вот даже ему говорили, да. Дальше у нас вот здесь интересный угол, потому что здесь представлены портреты. Портреты Динмухамеда Ахметовича. Можно буду Димаш говорить? Конечно, говорите Димаш, поэтому он и был не против. Говорите, назвать меня просто Димаш. И, соответственно, радиоприемник, которым он пользовался. Да? Это перед вами, как вы видите, данный экспонат – это карманный радиоприемник от компании Sony, японский. Конечно, в те времена у самого Динмухамеда Ахметовича Кунаева своего такого сотового телефона, естественно, не было, поэтому он любил пользоваться вот таким вот карманным радиоприемником от компании Sony. Здесь он любил сидеть, его было одно из любимых мест, читал газету и любил слушать разного рода новости с помощью вот этого карманного радиоприемника, где рядом с ним здесь сидела его жена возлюбленная Зухра Шариповна. Вместе сидели и слушали разные новости, разные музыкальные произведения. С чем можно сравнить сегодня? Вот iPhone 16 Pro Max Ultra или как? Даже... На то время. На то время? Да. На то время, на самом-то деле, знаете, дело в том, что это очень скромный аппарат, на самом-то деле. Просто проблема была в том, что у нас в СССР он был в дефиците, а в самой Японии, когда он его покупал, вот оттуда он покупал и сюда привозил в качестве своего обычного, пользовался бытом. А тогда, по меркам самой Японии, в те времена это было очень скромно, на самом-то деле. Надо же. Конечно. Кстати, вот такой момент, что он поехал в Японию, и там ему понравился телевизор, Да. и ему сказали, давайте мы вам подарим, а он говорит, ни в коем случае не дарите, потому что, чтобы никто не подумал, что я где-то беру взятку. И поэтому он пошел за свои деньги, купил телевизор, потом привез эти чеки, и эти чеки потом, оказывается, он все хранил с каждой поездки, чтобы никто даже не подумал, что он там лишние тенге взял себе. Да, действительно, я думаю, Иван, я здесь абсолютно лишний. Вы действительно очень хорошо осведомлены обо всех вот этих вот наших экспонатах. Действительно, этот телевизор здесь у нас присутствует. Вон там в малой гостиной вы можете его посмотреть. И дело в том, что данный телевизор был первоначально, хотели его подарить от компании Panasonic. Думаю, все слыхали о такой компании. И когда Димаш Ахметович Кунаев отправлялся в Японию, чтобы провести дипломатические переговоры, попутно он также решил посетить компанию Panasonic, где лично сам директор компании Panasonic также хотел Димашу Ахметовичу Кунаеву провести экскурсию по всему заводу. И вот тогда Димашу Ахметовичу Кунаеву действительно понравился данный телевизор, что в итоге, когда директор это сразу заметил, что он предложил: Динмухамед Ахметович, если вам понравился данный телевизор, примите вы его, пожалуйста, в качестве подарка от нас, от компании Panasonic, дабы укрепить все наши дружеские, скажем так, дипломатические отношения. Но Димаш Ахметович Кунаев возразил, он сказал: нет, мне стыдно просто так принимать за даром такой великолепный подарок, я его приобрету только с одним условием: если я его куплю за свои собственные денежные сбережения. И в итоге действительно все чеки того, что вы видите, все вот техники, которые видим перед собой, все это он сам покупал, и все чеки он отдавал на хранение также себе, также своей жене Зухре Шариповне. Вы действительно правы, все было именно так. Это просто одна из таких удивительных историй, которые описывают его как человека. Кстати, здесь еще есть интересные подарки. Да, конечно. По-моему... Почему бы вам не показать стол? Коралловый, да? Подарок от Индиры Ганди, премьер-министра Индии. Думаю, многие из вас слыхали о таком премьере-министре Индии по имени Индира Ганди. Естественно. В 1978 году, когда Динмухамед Ахметович Кунаев встретился, конечно, с нашей бабушкой, миролюбивой, та же самая Индира Ганди, вот тогда Индира Ганди сочла, что именно только Динмухамед Ахметович Кунаев, именно такая персона, как он, удостоен чести получить вот такой вот великолепный подарок – стол из орехового дерева. Данный стол – это полностью цельный, большой, в целом полное ореховое дерево. И смотрите, дело в том, что безо всякой техники, наручно, руками вот эти все вот изображения перед вами, они все наручно вырезали вот это все. Это максимально мелкодетальная, ювелирная, точная работа, что они сочли, что данный подарок должен принадлежать только Димашу Ахметовичу. Вау. Что еще, вот на что мы должны обратить внимание? Знаете, дело в том, что, конечно, многие наши некоторые посетители, жители спрашивают историю про вот этот вот бюст.
Пожалуй, знаете, я думаю, стоит начинать издалека. Наверняка некоторые из вас бывали за границей не раз, как и сам Динмухамед Ахметович Кунаев. Но, конечно, я советую вам всем посетить когда-нибудь однажды Францию и посетить музей Лувра. Конечно, это в топе 10 самых лучших музеев мира. Естественно, каждый человек слыхал, что такое есть музей, как Лувр. И, конечно, Динмухамед Ахметович Кунаев тоже был в курсе, что в стране, во Франции, есть такой вот музей, как Лувр. Однажды он посетил Димаш Ахметович Кунаев. И знаете, что самое интересное? Когда для Димаша Ахметовича Кунаева во Франции вели экскурсию, вот тогда он заметил, что в одном из экспонатов есть какая-то ошибка. Но дело в том, что Димаш Ахметович Кунаев никому об этой ошибке не сообщил, не рассказал. И вот только перед отлетом, перед уходом он тогда позвал именно делегацию Франции, именно отдельно им, пояснил, что он нашел вот такую-то вот одну ошибку, и пока что не поздно, ее нужно исправить. То есть он неприлюдно всех начал позорить, говорить при всех делегатах, при всех журналистах, что вот нашел такую-то вот ошибку в Лувре, а просто коротко, аккуратно, наедине сделал такое вот замечание, что в итоге на память Динмухамеду Ахметовичу Кунаеву за его такую интеллигентность подарили как раз-таки бюст той самой статуи, которую он нашел ту самую ошибку. Да, вот интересный вопрос. В чем была ошибка? К сожалению, Димаш Ахметович Кунаев об этом не рассказал. Но есть теория, есть теория. Некоторые говорят, что, возможно, дело было в бижутерии, которая не совпадала с теми веками, о котором говорил экскурсовод. Вторая теория, возможно, сам экскурсовод дал какую-то ошибку, то есть, когда давал информацию. А третья говорит, что просто художник статуэтки был не Донателло, а Микеланджело. Вот в таком-то роде. Теорий очень много. Но факт остается фактом, что он был очень скромно, никому об этом не говорил, а утаил эту ошибку. И просто сообщил наедине, кому нужно. Ведь, как говорится, интеллигентный человек сообщит вам о вашей ошибке только вам наедине. И не будет прилюдно делать замечания, так как это все равно, что опозорить человека. Вот при таких мыслях был Динмухамед Ахметович. Ну надо же, фантастика. Конечно. Пройдемте в следующую комнату. Малая гостиная. Малая гостиная. Да, я за вами. Как, насколько я знаю, она может именно как человека показать Димаша Ахметовича. Тут у нас Альмира Турсун. Пойдемте в кабинет. Здесь вот библиотека, Да. кабинет Димаша Ахметовича. Он здесь проводил очень много времени. Действительно. Где здесь потайной выход и потайная комната, где он скрывался? Человек, который вот работает, и к нему постоянно хотят попасть люди. Как-то же, где-то же он должен был уединяться, чтобы там подумать и там своими делами какими-то заняться. Дело в том, что да, Иван, вы правы. Как вы заметили, конечно, вся квартира Динмухамеда Ахметовича Кунаева состоит из 4 комнат. Да, это его, в котором мы сейчас с вами находимся, это рабочий кабинет Динмухамеда Ахметовича Кунаева. И как вы правильно заметили, многие посетители советуют назвать его личная библиотека Димаша Ахметовича Кунаева. И это действительно была одна из самых любимых комнат Динмухамеда Ахметовича Кунаева, где он очень часто проводил свое время. Думал о своем народе и всегда, не жалея, не покладая своих рук, думал о своем государстве. И, конечно, бывали такие интересные моменты, когда, конечно, допоздна ночью он работал без устали, да. И, конечно, чтобы передохнуть, он оставался сам один наедине здесь, и вот здесь сидел и отдыхал в этом самом рабочем кабинете, вот за этими самыми рабочими столами, которые вы сейчас видите перед собой. Да. Что здесь вот интересного? Ну, понятно, библиотека 5000, да, книг. Да, правильно. Коллекция зажигалок, да? Угу. Самые интересные, по-моему, из Англии и из Японии. Да? Знаете, дело в том, что у нас тут насчитывается свыше 400 зажигалок. И все мировые политики, все президенты, губернаторы, чиновники, все наши какие-либо известные бренды, все даже наши соотечественники, все прекрасно знали и понимали, что Динмухамед Ахметович Кунаев коллекционирует зажигалки, и все люди старались ему дарить вот такие вот великолепные зажигалки. Все они рабочие, и все они абсолютно уникальные, полностью отличаются друг от друга, что по размеру, что по картинке, что по внешности и даже по уровню подачи огня, они все абсолютно разные. Действительно, здесь есть подарки от Японии, от Англии и так далее и тому подобное. Даже есть такие зажигалки, подарок от лично семейства Джона Кеннеди, от Саддама Хусейна и даже лично от, например, бывшего руководителя Казахфильма Шакена Айманова. Такой бренд есть французский, думаю, вы все слыхали, Ив Сен-Лоран. Вот у Ив Сен-Лорана тоже есть зажигалочка. Вон она. Да, как вы заметили. Конечно, зажигалок невероятно огромное множество. О каждом из них я, конечно, вам могу рассказать, но, конечно, также не хочу отнимать здесь ваше время. Здесь нету вот этой зажигалки бик американской. Современной, да? Готов поспорить? До 93-го года. жинаудың несін тарихына бір шолу жасап жіберсең. Зажигалка жинаудың тарихына, я? Иә. Ага. Смотрите, дело в том, что тут спрашивают некоторые люди историю.
жарайды, қазақша айтсам, қазақша айтайын, да, Иван, если вы не против. әрине. Аха, көп адамдар сұрақ қояды, әрине осының тарихы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атамыздың зажигалкаларын жинау бойынша. Енді қараңыздар, жалпы негізі ең алғашқы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атамыздың зажигалкасын ар жақта қарап тұрсаңыздар болады, армиядағы өздерінің болған сослуживцтердің сыйлыққа берген зажигалкалары. Енді одан бөлек қараңыздар, негізінде енді біздің Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атамыз енді 1974 жылға дейін әрине өзі шылым тартқан болған адам болған. Бірақ 1973-74 жылдар аралығында біздің осы Алматы, Көктөбе, Медеу территориясында өздеріңіз білесіздер, селдер болатын, үлкен селдер. Сол кезде 73-74 жылдар аралығында сол кезде Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атамыздың берген өзінің бұйрығы бойынша сол жақта плотина дамба соғылған, әлі күнге дейін функционер етіп, біздің Алматы қаласын қорғап отыр ол. Мысалы көптеген селдерден. Сол кезде Димаш Ахметұлы Қонаев атамыз қайта-қайта өзінің халқын, өзінің желін, Алматы қаламды, мен елімді сел басып кетем екен деп уайымдап жүре беріп, ақырында сол кезде өзінің өміріндегі ең бірінші инсультін алып қалады. Сол кезде Қонаев атамыздың өзінің жеке дәрігері болған Ахат Аминович деген кісі әлі күнге дейін дірі, сол кісі келіп тұрады, осында жүр, ол кісі қателеспесем қазір. Сол кісінің айтқан болған, демеке сіздің денсаулығыңыздың нашарлауына байланысты шылым шегуді доғаруыңыз керек деген. Сол Дінмұхамед атамыздың күш жігерлігі мықты болғаны соншалық, дәрігері қалай сол нәрсені айтты, бірден сол күні шылым шегуді тастап доғарып қойған. Бірақ өмірінің соңына дейін алайда алып, осындай кереметтей зажигалкаларды алып жинақтап жүрген болған. Тарихы міне осы. То есть, получается, курил до 74 года, да. Потом 4, когда инсульта было, уже врачи ему сказали, что для здоровья курить нельзя, и он не просто для своего здоровья, а для того, чтобы пользу приносить, решил продлить свою жизнь. Еще вот интересно, что здесь сохранены личные вещи. Да, действительно, правда, все, что вы видите перед собой. Вообще, в целом, все, что вы видите перед собой в этой квартире, дорогие дамы и господа, каждая зажигалка, каждая книга, каждые рабочие вещи, все в этом доме, все в этой квартире сохранилось ровно в оригинале. Даже каждая книга, которую вы видите перед собой на книжных полках, каждая зажигалка, все стоит ровно на своих местах, как было уже при жизни самого Дінмухамеда Ахметовича Кунаева. Наше дело, конечно, только чистить все от пыли, а так мы ставим все на свои места. В том числе и вот этот текст, который он писал, это его последний, может, да? Да. Дело в том, что вот этот текст, который вы видите перед собой, в нашем первом официальном музее Дінмухамеда Ахметовича Кунаева, который вы все уже посетили, там вы видели книгу Димаша Ахметовича Кунаева под названием «От Сталина до Горбачева», в переводе на казахский «Акикаттан аттауға болмайды». Дело в том, что это самые первоначальные черновые варианты еще до того, как книга выпустилась обратно в свет. Вот она перед вами. Можете лицезреть, даже можете заметить почерк самого Дінмухамеда Ахметовича Кунаева, какой он был. Откуда здесь зажигалка в виде Nokia? Сейчас я вам объясню. Да, у нас многие люди, вообще на самом деле вы очень хорошо заметили. Дело в том, что директор компании Nokia, смотрите, видите перед собой? Да, многие задают вопрос, а ведь Nokia телефона же в те годы даже не было. Дело в том, что, смотрите, руководство компании Nokia первоначально подарило Димашу Ахметовичу Кунаеву макет. То есть они говорили, в будущем наша компания будет в производстве выпускать вот такие вот сотовые телефоны, а это всего лишь макет. И вот в качестве первого экземпляра, в качестве рабочего макета хотим отдать вам на память вот такую вот зажигалку. А это в каком году было? Это было вообще до 70-х. Давным-давно. Да, конечно. Сейчас вот это вот место сердца, можно сказать, квартиры, где... куда, по идее, вот эти все места общественные, туда люди могли зайти. А именно здесь, вот они оставались одни. Что вот здесь вот интересного? Вот это вот помещение, комната, которую вы сейчас видите перед собой, это спальня, комната супругов. Действительно, вы очень правильно подметили, Иван. Конечно, это сокрытое, сокровенное, и вход сюда был только для супругов, для мужа и жены, естественно, больше ни для кого. И что я могу рассказать интересного? Дело в том, что, конечно, когда это место было то самое место, где супруги вдвоем отдыхали, спали, проводили вдвоем свое время. Вот здесь перед кроваткой вы можете увидеть пижаму Дінмухамеда Ахметовича Кунаева, а вон там уже на вешалке вы можете увидеть самый последний комплект костюма Димаша Ахметовича Кунаева, который он носил перед смертью в 93 году в августе 22-го. Сколько, вот я иногда общаюсь со старшим поколением, они говорят, вот раньше там, были одни туфли, вы сейчас, говорят, вы сейчас совсем расслабились, у тебя там 10 пар обуви, там 4 костюма, вы вообще живете. Сколько было у Дінмухамеда Ахметовича костюмов? Одежды комплект костюма у него было не так уж и много, на самом-то деле. Еле можно даже по пальцам сосчитать. И вот вы видите, лицезрите перед собой один из них. В очередной раз подчеркивает скромность, да, и... Конечно, в очередной раз подчеркивает свою скромность. Он пешком ходил на работу, да? Да, это действительно, если вы знаете... Ой-бай, сломалось что-то. Расскажите про историю, когда
кто-то приехал, я не помню, какой-то большой чиновник приехал, и Динмухамед Ахметович пригласил его к себе домой в гости, и был удивлен, что такой большой человек и живет в такой маленькой квартире, что, ну, где дворец, там, где роскошь. Давайте я вам расскажу такую историю. Знаете, дело в том, что да, я же вам говорил в начале экскурсии, что в данной квартире, в этом доме, сам Димаш Ахметович Кунаев прожил с 69 по 93 год. Получается 24 года. Но где он жил до этого? До этого Динмухамед Ахметович Кунаев жил по другому адресу, по адресу Аблайхана Кабамбай-Батыра. И в этом, смотрите, это была квартира, и там они человек 11 жили. И вот когда тот самый политик, который к нему приехал, это был Леонид Ильич Брежнев. Он хотел посмотреть, как же живет первый глава данного государства. И когда Димаш Ахметович Кунаев, он пришел, он был в шоке. Это еще туда они пришли. Да, это еще туда они пришли. И он настолько был в шоке, он тогда сказал: Димаш, так нельзя, ты должен переехать в другой дом. И вот тогда как раз-таки по его указу, приказу, весь вот этот дом был построен только для одного Динмухамеда Ахметовича Кунаева. И даже здесь, знаете, Брежнев еле-еле уговорил его переехать сюда. И то, когда он переехал сюда, он решил жить только в одной квартире, хотя он мог бы иметь целый вот дом, как я вам первоначально говорил, но ему было удобно жить просто со своими соседями, людьми. Человек был невероятно простой, скромный и невероятно интеллигентно умный. Что обычно вот в этой комнате происходило? Что происходило? Как вы видели, в той самой гостиной, во второй комнате. Там приемы были. Да, там были приемы, гости сидели, отдыхали, ели, трапезничали. Затем они все переходили сюда отдыхать в малую гостиную. Бывали так, что не только с гостями. Здесь все в основном сидели и смотрели тот самый телевизор, о котором я вам всем рассказывал. Конечно, тот самый телевизор от компании Panasonic, который он решил купить и приобрести за свой собственный денежный счет. Вау, а это не деген керемет шапан. Я керемет шапан сол кісіге. Конечно, в те времена, конечно, Димаш Ахметович Кунаев, куда бы он только ни ходил, у нас же у казахов есть такая традиция. Самым выдающимся людям всегда, не обязательно политикам, даже если человек старшего поколения, неважно, уважаемым людям у нас в Казахстане по традиции всегда дарят шапан. Конечно, естественно, да, Димаш Ахметович Кунаеву дарили вот такие вот интересные, великолепные Получается, шапаны. он был первым, одним из первых людей, который популяризировал казахскую национальную одежду своим примером. Своим примером, да, конечно. А так, естественно, у нас еще испокон веков, во времена кочевников, конечно, бывали люди, которые носили шапан. Но, естественно, нужно упомянуть, что, конечно, Димаш Ахметович тоже этому очень сильно повлиял, ну и, скажем так, популяризировал в те времена именно шапан. Что я вам могу рассказать про картину? Можете подойти, конечно, поближе. Дело в том, что в те времена вот такие вот парадные портреты, которые вы видите перед собой, данные парадные портреты дарились только высокопоставленным политикам и чиновникам только на их юбилейные праздники. То есть, получается, на 60-летие, 70-летие и так далее и тому подобное. А художник, который рисовал данный портрет, его зовут Ахмед Китаев. Его инициалы снизу написаны на картине, вы можете заметить. В 81 году приехал сюда в Алмату и завершил вот такой вот портрет Димаша Ахметовича Кунаева, где Кунаев сам полностью позировал здесь от начала. А точнее, смотрите, пока Кунаев, конечно, был очень человек занятой, невероятно. Каждый день только по 1 часу свободного времени он мог уделить. Но художник успел нарисовать только голову Димаша Ахметовича, а вот все, что ниже, вся телесная оболочка, это уже позировал не сам Кунаев, а его личные телохранители. Вот так он вовремя, художник, успел завершить данный портрет. Слушайте, жарайды. Қазақшада айта аламын, қазақшада айтып бере аламын. Апай, былай жасайық, болмаса қазір Мен сұрақтар орысша айтамын. ренжімен апай. Сосын қазақша. Қазір. Иә. Экскурсия Дұрыс қазір айтасыз. Бізге қазақтарға қазақша сөйлеу керек. жүргізіп беремін, қазір жүргізіп беремін сіздерге. Жүргізіп беремін қазір. Сердце, пойдемте, сердце, кухня. Да, конечно. Қазір, давайте. Там идет экскурсия. Давайте здесь, а потом мы туда пройдем. Давайте здесь тогда про кухню пару слов скажем. И вот что меня удивило, когда я первый раз там оказался, во-первых, там сохранилась аура, практически такая, туда заходишь, как обычно, вот в воскресенье, представляешь, в воскресенье ты проснулся, выходной день, и ты выходишь на кухню, вот там примерно такая атмосфера. Но что меня поразило, это вот техника прям какая-то крутая, там все фирменные бренды. Откуда это все? Дело в том, что в основном вот именно холодильники там есть, до сих пор рабочие, между прочим. 2 холодильника от компании National, тоже японское производство, японская техника. Также есть миксер, соковыжималка, блендеры, тоже от компании Sanyo, тоже японская. Конечно, у нас в отечестве в те времена они не то что были в дефиците, у нас, конечно, их не было. Но, как я вам говорил, Динмухамед Ахметович Кунаев очень часто бывал за рубежом и часто давал, скажем так, множество разных интервью,
интервью и вел дипломатические отношения. Со всеми провел очень хорошие переговоры, и там попутно покупал вот такие вот кухонные вещи, утвари, и пользовался в своем быту. Вот откуда были все вот эти вот техники великолепные. Сети. Еще несколько вопросов из конспирологии. Правда ли, что отсюда есть подземный ход до бани Арасан, до КБТУ, здания КБТУ? До Медео я вот не верю, да. Но типа метро, ну, только подземные ходы. Но я сам, как сотрудник данного музея имени Данмухамеда Ахметовича Кунаева, вас всех уверяю, что это всего лишь навсего слухи. Ничего подобного здесь нету, да. И мы сами, конечно, все это видели, смотрели, изучали. Ничего подобного, никаких подземных переходов до бани Арасан, куда-либо угодно, ничего такого нету. Ну, да. Хорошо, подводя итог, вот как мы можем, вот мы сегодня побывали в квартире Димаша Ахметовича Кунаева, посмотрели вот то, чем он пользовался, подводя итог, какой он был человек? Тут просто, знаете, на самом-то деле, в моем сердце столько, конечно, всего хотелось бы рассказать о нем, но я думаю, что в этом мире не хватает слов на всех языках мира, и мне даже не хватит 4 жизней, чтобы сказать, каким был великолепным, превосходным человеком Данмухамед Ахметович Кунаев. И дело в том, что, знаете, такой человек, как он, является настоящим истинным примером для подражания абсолютно для любого человека. Несмотря на свое положение, всегда оставался скромным. И так как я даже хочу самого Данмухамеда Ахметовича Кунаева, если вы не против, как он говорил, в этой жизни я не держу никакой обиды и злобы ни на одну человеческую душу. Если я кого-то чем-либо оскорбил, огорчил или не сумел оправдать ожидания своего народа, я склоняю перед всеми вами свою голову и прошу у вас прощения. Как первый глава государства я прекрасно понимал, как было бы выгодно лично мне, моей семье, моим родственникам, но я искоренил этот путь и просто решил выбрать путь чести перед своим любимым народом. Думаю, по этим словам уже можно понимать, какой он был человек. Таких людей в этом мире, я думаю, рождается только один раз в тысячелетие. Супер. Друзья, за внимание. Вам браво. Вам огромное спасибо, вас очень посетили. Поздравляем вас всех с Международным днем музея. Вау! Всем всего хорошего.